Всем привет! Мы находимся в автомастерской Sidemasters, и к нам сегодня приехал клиент на BMW M4 в кузове F82 с просьбой сделать ему, изготовить и установить ролл-бар. Это болтовой каркас, который прикручивается к кузову, он не приваривается. И сейчас мы сканируем салон, так как клиент не имеет возможности оставить надолго машину, для того, чтобы создать 3D-модель салона и внутри его уже спроектировать 3D-модель каркаса. В дальнейшем по этой 3D-модели создать уже настоящий каркас болтовой и его уже установить просто в машину. Каждый раз, когда к нам приезжает клиент с таким запросом, что ему нужен ролл-бар или распорка или еще что-то, естественно, каждому свой отдельный подход, потому что каждый человек хочет, кто-то там оставить хочет задние сидушки, кто-то наоборот хочет от них отказаться, но при этом, чтобы все было аккуратно, красиво и в стандартные места по максимуму укрепилось. В данном конкретном случае клиент Марк, владелец этой машины, попросил так подойти к вопросу установки ролл-бара, чтобы в дальнейшем он мог спокойно его снять, оставить себе и продать машину, например, да, или наоборот там вернуться к стандартным сидушкам, и при этом не было заметно вообще, что там был когда-либо установлен ролл-бар, потому что в любом случае установка ролл-бара — это некоторые изменения с кузовом автомобиля, потому что его нужно на что-то прикручивать, а для этого нужно вваривать закладные, но, естественно, это не проблема. BMW в плане каких-то там решений, ну, тюнинга, да, очень-очень податливо, потому что все в итоге закрывается какими-то пластиковыми элементами, там, кожаными, да, как в данном случае, там, боковины сидушки, они просто прикручиваются и закрывают вообще все, что тебе не хочется видеть, так скажем. Если вы также хотите себе ролл-бар, либо какие-то распорки на любую машину, абсолютно неважно, это BMW, Nissan или, возможно, это вообще Deo Matiz, без проблем, пишите вот сюда, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Чем это делать? Это финальная часть? Ну, может быть, чуть-чуть добавится еще. Ну, вот, в принципе, плюс-минус это выглядит вот так. Без особых таких изысков, но просто простенькая модель, которая видит все контрольные точки, которые нам нужны. Идет обработка вот этих вот, ну, облака точек, то довольно сильно загружается компьютер. То есть сейчас у нас вот оперативка на 71% просто уже загружена. А до этого я сканировал полностью всю машину целиком. Вот тогда у нас просто чуть не повис комп. Так что железо нужно мощное для этого всего. У нас уже получается поверхность, ну как это называется, меш. Вот он уже, пожалуйста, его загружаю. Его можно 3D принтером напечатать, по идее. Вот нам главное это понимать, куда каркас, ну, естественно, труба придет, где сделать закладную. Допустим, сюда вот у нас приходит труба вот в эту точку и пошла вверх. Мы просто смотрим, чтобы она вот не задевала дверные карты, обшивку салона и высота самого ролл-бара, на самой дуги, чтобы вот эту лампочку туда под крышу не задевала. Нравится? Ага. Очень. А русский человек, он все использует по второму разу. А для чего они тебе? Короче, меня посетила дебильная мысль поехать в Сочи Дрифт Челлендж на вот этом. На чем? Ну, на вот этом. Ну, это трудно просто машиной пока назвать. Я не знаю, ну как это назвать? Ну, Toyota это не назовешь. У них там регламент модный по каркасам. Нельзя его просто так взять и поставить. Должны быть особые болты, особые гайки. Вот я тут прикупил. А как ты с фланкерами будешь там гоняться? Да как, дядь, вариантов нет. На старте, когда вот тебе вот отмашку делают, если он стоит слева, значит руля влево, бодаешь его и едешь дальше, пока он сидит и охреневает. И считает уже, сколько мне ему надо выплатить. Вариант только такой. Других вариантов я не знаю. Это сюда. Сенька, подашь мне длинный болт? Так, вот этот сюда. А там где-нибудь есть этот шестигранник, я где-то припас? Ага, благодарочка. Блин, я порой даже завидую пользователям Ютуба. Они вот так тык-тык-тык-тык, и все, и каркас установлен. А ты тут ебешься, вот это вот устанавливаешь, подгоняешь, чтобы все закрутилось, чтобы все было ровно. Калашу нужен новый выхлоп на Супру, потому что старый он превратил в ранний рок. Но так как по его
заднего бампера по его диффузору варите новый выхлоп, это полное дерьмо, потому что он тоже загнут. Вот. Поэтому было принято решение взять стоковый выхлоп от Супры, сделать по нему кондуктор, сделать по этому кондуктору новый выхлоп, а потом уже по новому выхлопу подогнать его диффузор. Почему ты полысел? С такой работой тут волосы сохранить сложно. Если там кайфует. Когда продал 30-ку. Плачет и пьет вино. А здесь у нас весьма интересный экземпляр. Это Ford Capri, примерно 80-го года. И она, внимание, 3S GTE на целых 260 сил, вроде как. К нему прикручена коробка J160. И все это дело как-то работает. Что здесь конкретно происходило до нас, сложно понять, потому что происходил какой-то пиздец, судя по всему, потому что проводка и там и куча всякого говна. Что делаем мы? Когда нам человек приехал с претензией, что машина не рулится. Мы такие, братан, ну как бы естественно, у него сзади рессоры, блядь, куда она зарулится. Проблему с рессорами мы не убираем, но при этом спереди мы установили балку от BMW E30, рейку от BMW E30. Сейчас устанавливаем на нее рычаги, ставим стойки МДУ от 36-й BMW и 36-й кулак. И все это дело в теории, по нашим расчетам, должно зарулиться и просто ехать. То есть машина будет использоваться не на каждый день, не для дрифта. Это просто машина выходного дня для человека, которому очень скучно, и вот он купил себе такую игрушку развлекаться. Сложностей по машине как таковых не было, потому что 30-я балка в принципе по размерам подходит на эти лонжероны, небольшие там улучшения были. Но сложность была в установке ГУРа, потому что ГУР с этого 3S, ну, немножко сложно найти, там разные конфигурации какие-то есть, мы даже не стали разбираться, поэтому заказали ГУР от М50, новый, внедрили его вот сюда, на место кондиционера, ну, точнее компрессора кондиционера штатного. Здесь, естественно, кондиционера нету, потому что мы живем в холодном крае. В Сочи же холодно, кондер не нужен? Не нужен. Очень нужно. Вот, поэтому здесь вместо кондера ГУР. ГУР больше нужен, чем кондер. Вот. И какие улучшения? Ну, типа, это была кастомная тяга, потому что рейка стояла от BMW, а кулаки стояли стандартные от Capri. Поэтому пришлось использовать BMW-шную тягу, не приваривать тягу от Capri, наконечник от Capri. А так как сейчас будет кулак от BMW стоять, то у нас, естественно, стоит стандартная тяга BMW, без всякого кастомного. Нравится? Ну, сейчас тут есть кастер. Просто в чем была проблема? На стандартных кулаках там кастер был 0. Ну и максимум можно было сделать там 1 градус кастера. Поэтому руль не возвращался. Сейчас тут кастера будет где-то 7-8, может быть даже. И руль будет возвращаться, и рулежка будет острее. Короче, кайф. А здесь у нас происходит волшебное превращение гусеницы в бабочку. Это коробка CD009, и мы ее готовим под установку на SR. Для этого раньше мы использовали переходные пластины, точили там, и все такой херней занимались. Вот, потом поняли, что это пиздец дорого, а тонких коробок у нас SR как говна. Поэтому что? Мы отрезаем колокол с SR коробки, режем колокол здесь, все это свариваем. И потом оно работает великолепно на SR и прикручивается болтом без всяких там переходных пластин, протяжек. А куда она встанет? Куда она станет бабочкой? Никуда она встанет. А, куда она встанет? Она встанет на вон ту прекрасную Сильвию на SR, которая на Мотеке, на которой ехал Рома Тивадар в прошлом сезоне СДЧ. Легенда покидает Мастерс. Саня ее продал. Уезжает она в Питер.
Столько сил мы вложили в нее, столько энергии, эмоций. Сколько она давала энергии и эмоций, да, сколько побед, легендарная. Почти двукратная чемпионка Сочи Дрифт Челлендж. Твоя зарплата Сайдмастерс. Это что? 10 копеек? В чем себя не отказывал? Нихуя ты мои бабки отдал. Вот. Это моя зарплата с этого. Так, ну что, пошел, переварил колокол. Все, вымерили, приварили уже прикрепление для рабочего цилиндра. Так как это у нас коробка CD, на РБшной коробке у нас лапка выжимного сцепления находится справа, а здесь слева. Поэтому нам пришлось переварить сюда крепление. Все готово, сейчас буду ее разбирать, мыть и все собирать, уже готовый вариант. Me brethren, fire I go burn them. Ride it. Cheese. Я мастер церемоний. Залетай на ритм и весь опасен лирику с порохом, каждый патроне на любом поле воин. И как бы враг не пытался с этим поспорить, победа будет со мной проверена опытом, при силы и боли плял. Я мастер церемоний. Залетай на ритм и весь опасен лирику с порохом, каждый патроне на любом поле воин. И как бы враг не пытался с этим поспорить, победа будет со мной проверена опытом. Денек из сервиса. В общем, приехал Land Cruiser 200 с распространенной проблемой, тем, что не откручивается контрагайка на тяге. Попытались на месте, грели, заливали ВДХ, били по ней, ничего не помогло. Пришлось вот снять тягу полностью и уже здесь в тисках зажимать ее и откручивать с помощью воротка. Открутили, почистили резьбу, смазали, будем ставить на место. Всем привет! Мы начали обслуживать клиентские автомобили. В данном случае у нас прокат, и у проката проблемы с рейкой. В общем, рейка здесь электрическая, с электрическим усилителем, и с ним были проблемы. Здесь у нас чуть более интересные махинации происходят. Значит, что Саша на этом проекте решил стать сначала электриком и установил сюда этот замечательный мотор. Подключил его. Но владелец в первый же выезд решил, что Саша хочет стать еще и жестянщиком. Теперь Саша приваривает туда другой телевизор. А какой телевизор? Samsung 4K Smart TV. Короче, Миша у нас фартовый. Он нашел типа ноускат от 33-го Лауреля. Там договорился, все ему сказали, что все, 33-го точно. Он приехал к нам, мы его распаковали, начали примерять, а он оказался 32-го полноприводного Skyline. Вот. Ну и вот происходит адаптация Skyline в Лаурель. Так же, как и здесь, в принципе, это же от Skyline мотор. Нет, это от Z. Вообще 350Z. У От него, Z, короче, да. тут что это за машина, это просто Франкенштейн какой-то получается. Ну, в теории такой же мотор и в Skyline может быть. Вообще, да. Короче, здесь Skyline, теперь еще здесь Skyline будет. Да. Горизонт. Полноприводный. Там же пара где-то есть. И это 34-го, ты заебал. 35-й, 34-й, 32-й. Должен быть еще 33-й где-то. Всем приветик. Стадиаес. Мы заменяем задние тормозные колодки, чтобы можно было с 300 тормозить. Блядь. Готово. Я все сделал. Телевизор приварен, лонжерон восстановлен, морда собрана, в принципе, все получилось более-менее ровно, исходя из того, что мы тут ничего не тянули и так далее. Осталось дождаться лапы теншенов. В принципе, все. Тачка будет собрана и снова будет ездить. Итак, салоном 4 мы отсканировали. Вот, по этому скану согнули главную дугу.
сейчас на повестке дня варка закладных, то есть нужно, к сожалению, без этого никак, нужно варить сюда закладные пластины, чтобы к ним уже прикручивался сам ролл-бар. Вот. Это выглядит вот так. Сейчас я, в общем, это все привариваю и начинаем уже инсталлировать главную дугу, а к ней уже остальные кресты, распорки и прочую шелуху. Бля, как мне нравится, пиздец. Как я давно этого ждал. Это просто, это мега несбор. И очень классно. Ну что, всем привет! Вы на канале Sad Masters. Мы начинаем подготовку автомобилей к сезону Сочи Drift Challenge. Сегодня буду заниматься нашим Скайлайном. Пашок там варил выхлоп. Блять, Пашок варит такие выхлопа, блять. И, кстати, в прошлом выпуске, где мы рассказывали про четырку Козлова, которую мы делали, Пашок там варил выхлоп полностью, от турбины и до конца. И этого не показали, это наш косяк, косяк оператора, косяк всей команды. Поэтому там варил все Пашок, поэтому в следующий раз мы попросим Козлова, чтобы он отснял что-нибудь снизу, на яме, это все варил он. Сейчас заменю масло, проверю всю подвеску. Он наставил в музее, вкрытом, так сказать. Поэтому с ним ничего не произошло, я думаю. Просто проверка. Замена масла, проверка всех жидкостей, там тормозухи, антифриза и все, и в бой, готов. На камеру прям это говорить? Ну да. Надо снять один блядский GZ и поставить другой блядский GZ. Что с этим не так? Этот перекочевывает в другую машину, а сюда типа 500 сильный мотор будем ставить, чтобы увеличить расход резины, приводов, коробок, карданов. Видишь, мой любимый М50. Я сварил. Иди сюда. 3. А это не я варил, если что. Это не я варил. А это я. И это я сварил. А еще смотри, пойдем. Это тоже я сварил. Вот это я сварил.
Теперь берем на 8. Не знаю, где они. Понял. Водичка. Мои кореша. Знаете, перед Новым годом называется предновогодняя суета, когда ты бегаешь, пытаешься что-то там купить, елку, еще что-то происходит, какой-то дикий хаос. Вот у нас то же самое, только более систематизировано и перед СДЧ, потому что наконец-таки у нас грядет сезон СДЧ 2022-2023. Это самые великолепные соревнования по дрифту в России, по нашему мнению, моему. В общем, неважно. И мы начали подготовку. Мы пригнали нашу боевую Сильвию СРную. В целом у нас других Сильвий, блядь, и нет, они все СРные. Чтобы поменять на ней коробку. Там всегда стояли толстые РБ коробки. Теперь там будет стоять CD009. Великолепнейшая, абсолютно изумительная ниссановская коробка. С огромным запасом прочности, с супер идеальной кулисой в плане ощущений, так скажем. В данный момент мы остановились на том, что у нас нету готового кардана, естественно, CD на ниссановский R200. И он у нас в изготовлении, так скажем. Здесь у нас наш боевой Skyline, на котором мы ехали РДС. Мы его вытащили с музея, не копанули. Огромный привет музею. Это самый великолепный музей на всем Диком Западе. Всем настоятельно советую посетить его. Мы его вытащили, пригнали сюда, поменяли масло, протянули, посмотрели. Думали, что поменять переднюю подвеску на Максы, но в итоге что-то как-то прикинули. Вроде как бы и работает. Что трогать ее? Вот она работает, пускай работает этот двайсвап. А также сегодня у нас завершился наконец-таки свап передней подвески от 36-й BMW на Ford Capri какого-то 80 лохматого года. Колеса установлены, все стоит на своих местах, машина съездила на развал, все шикарно, нас все устроит. По ней есть еще некоторые работы по системе охлаждения, по электрике. Так что сейчас доведем мелочи и тоже отдаем ее клиенту. Покажи. Чё? Вот это Андрей. Он тут недавно познал, что такое дизельный BMW. Жопу дизельные BMW. Машина заехала к нам с проблемой, что у нее течет антифриз, охлаждающая жидкость. Тек он с пластикового патрубка, там, который переходит потом на шланг в радиатор. Но чтобы его заменить, нужно снять впуск, нужно снять дроссельную часть, нужно там отцепить ЕГР, в общем, кучу всего. И когда Андрей вскрыл его, он понял, что такое 3-литровый немецкий дизель, потому что там было все просто абсолютно в говне. И он его мыл очень-очень долго. Поэтому он теперь фанат немецкого дизельного производства. Я себе такой мотор хочу. В Ягуар хотелось бы. Ну, не конкретно такой, постарее чуть, потому что это слишком замудренный. Но мотор офигенный, 3-литровый дизель. Сам его чинить. Его не надо чинить. Это здесь все пластиковое, там все железное. Ну хуй его знает. Всем пока. Покакаешь дома. Шо, Семен? Я ненавижу, блядь.